Кто скрывает чувства к тебе? Кто же эта женщина? Любит, но молчит. Может быть, вы ее знаете, и причем знаете совсем близко. Итак, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ой, ну снова, ребят, вы выпадаете у меня семейным человеком. Но это не говорит о том, что у вас сейчас есть семья. Здесь как раз может ее и не быть, поскольку это общий расклад. Но то, что вы человек семейно ориентированный, и для вас семья, дети, вот этот вот именно семейный комфорт, атмосфера для вас это очень много значит. Это говорит о том, что для вас вот семейные ценности это не пустой звук. Вы скорее вот если поставить на чашу весов семью, либо же пойти где-то посидеть с друзьями, да, вот вы выберете семью, если она, ну, это было когда-то, может быть, да, у кого-то сейчас может так проиграться. То есть семья у вас на первом месте. Вы человек, который настолько, знаете, вот поступаете по жизни очень всегда умно, по-мудрому. Вы никогда не торопите события, вы всегда все обдумываете. Причем даже может у кого-то проиграться, что вы сова, да, вот именно по своему типажу. Есть жаворонки, есть совы, да. Вот вы такой полуночник, может быть, даже какие-то самые важные такие решения, идеи приходят в ночное время суток. Вы можете любить ночь, вы можете себя более комфортно чувствовать ночью, потому что, да, вот эта тишина, когда все спят, нет никаких звуков. Вы как будто кайфуете в какой-то особой такой ночной атмосфере. Может быть, даже вы любите какие-то прогулки при луне, да? Пусть даже в одиночестве, но любите, может быть, на звезды смотреть, выйти во двор и просто, ну, грубо говоря, посидеть на лавочке, покайфовать, да, послушать сверчков, кузнечиков где-то в траве, да, вот эти вот звуки, они вас очень расслабляют, релаксируют. Напишите, ребят, у кого из вас действительно любимое время суток – это ночь, напишите. Вы достаточно такой опытный и умудренный человек, я бы сказала, ну, во многих сферах. Вы можете, допустим, работать в одном направлении, но владеть информацией, знаниями, умениями в другой какой-то сфере, причем вы можете даже спокойно работать в этой сфере. То есть у вас может не быть даже диплома образования, да, в какой-то другой специальности, но вы ей владеете. Ну, к примеру, да, вот вы, допустим, там, я не знаю, сантехник, да, по своей основной профессии, но вы можете быть и столяр, и плотник, и там водитель, кто угодно, да, то есть у вас навыки других профессий очень неплохо развиты. Причем эти профессии, ну, такие мнимые профессии, да, потенциальные, эти навыки ваши, они могут вам быть иногда как подспорье, это может быть небольшой такой источник дохода у кого-то, да, подработка может быть. Но опять же, кому-то вы что-то подвезли, да, кому-то что-то вы там перевезли из города в деревню, из деревни в город, кому-то вы там что-то построили, отремонтировали, там, ну, в общем, в таком направлении, да, я сейчас немножко утрирую, у каждого это свое направление. Недавно вы получили какую-то весточку, либо же ждете, да, либо ждете. Это может касаться известия по работе, нам показано. Если вы решили менять работу, может быть, вы просматривали вакансии, то это может быть, что вы прошли, допустим, там какую-то, ну, уже, я не знаю, первый этап, прошли, может быть, собеседование, ну, то есть какую-то конкуренцию вот вы прошли, да, и здесь, ну, в общем-то, в позитив должно все сложиться, хотя работодатель вам мог показаться достаточно такой серьезный, такой с характером человек, что вы можете, да, вот пока ждали эту весточку, вы можете сомневаться, да, что, может быть, как-то резко он вам сказал что-то, ну, он или она, неважно. Либо как-то так отреагировал, да, своим поведением, своими какими-то высказываниями, что вы могли подумать, что вы не понравились. Но на самом деле здесь должно все у вас сложиться хорошо. Поэтому кто получил, либо ждет весточку, у вас должно все быть хорошо.
Так, что еще о вас нужно знать? Коротко давайте посмотрим для сигнификации. Вы достаточно неплохо выглядите, даже не важно абсолютно в каком вы возрасте, вы выглядите моложе, вы выглядите намного более опрятнее, чистоплотнее, внешне даже как-то красивее ваших однолеток, скажем так, да, одногодок, однолеток, неважно. Вы любите, может быть, даже любите кто-то ухаживать за собой. Вот реально ухаживать. Не только женщины ухаживают, но и мужчины. Вот вы можете вплоть до того, что, может быть, кто-то масочки делает, ходит там на маникюры, педикюры, как это делают женщины. Вы можете периодами сидеть на диете, там, смотреть за своей фигурой. Ну, то есть такие моменты, над которыми даже могут вас иногда другие мужчины, ну так, подтрунивать, да, подшучивать, высмеивать, если вы это афишируете, да, но скорее вы особо это не рассказываете, просто это видно по вашему такому внешнему облику. Вы достаточно аккуратный, вы терпеть не можете, когда где-то, может быть, ну, я простыми словами вам поясняю информацию, да, которую я вижу. Допустим, вы где-то на одежде видите какое-то пятнышко, там какая-то затяжка на одежде, да, вы будете очень так щепетильно, скрупулезно это все удалять. То есть здесь даже какие-то моменты педантичности. Карьерный рост однозначно, видите, опять-таки нам показывают снова, что либо же вы в ближайшее время вот планируете, да, может быть, заявку какую-то сделать по карьерному росту, либо вы недавно получили повышение. Но здесь такие перетрубации идут вот именно по вашему карьерному росту. Но в силу своих плюсов у вас есть некая такая изменчивость характера. Очень часто это присуще воздушным знакам зодиака. Но не обязательно, все люди разные, у всех могут быть и перепады настроения, но у вас оно бывает особо качает, штормит довольно часто. Почему у вас такой, вы вообще огонь такой, вы активный, вы живчик, вы не любите сидеть без дела. Не любите сидеть, но особенно, знаете, была какая-то ситуация в вашей жизни, которая поменяла на корню все. Это какая-то кризисная ситуация была, от которой, возможно, вы до сих пор не можете оправиться, да, у кого мы не будем сейчас сильно вникать, у кого-то развод, у кого-то это потеря имущества, у кого-то это кардинальная смена жительства, переезд за границу, у кого-то, может быть, там, где вы сейчас, там горячо достаточно. Ну, то есть знаете, ваш характер, но он же тоже не резиновый, да, и ваша психика тоже не резиновая. Поэтому вот эти вот ваши скачки настроения, да, ваши качели, они достаточно сложно и вами переносятся. Не скажу, что вам так очень приятно и что у вас не штормит от этого всего. Так, ну что, мои хорошие, давайте-ка смотреть, кто же к нам пришел на расклады, кто скрывает чувства от вас. Что это за женщина? Ну, сразу смотрите, она держится достаточно сдержанно. Она пытается никак не показывать. Такая мышка-нарушка пришла. Маленькая, хрупкая женщина. Моложе вас. Может быть, блондинка, но не обязательно. Но держится сдержанно достаточно. Почему? Она очень умная. Знаете, мне почему-то идет информация, как будто она вот... Но она может увлекаться тоже, либо же психологией, может быть, даже Таро увлекается. У нее были потери, утраты, трудности, поэтому она с мужчинами знает, как себя вести. Я не скажу, что она манипуляторша, но она теперь очень сильно держит все свои чувства, эмоции в узде. Потому что когда-то вот ее мужчина очень сильно обидел. Мужчина, которого она любила, боготворила, и, ну, возможно, строили там какие-то планы, но человек не оправдал ее надежды, поэтому она разочаровалась. Она немножко разочаровалась в мужчинах, но это ей не мешает вам симпатизировать, это не мешает ей влюбляться, сердцу не прикажешь. И знаете... А вот она почему-то в вас уверена, вот чисто интуитивно, уверена. Опять же, к месту мы не привязываемся, да, где она, на работе, там, в компашке, где-то там еще. Давайте посмотрим, чем вы ее привлекли, вот чем вы ее привлекли вот изначально, да,
Чем вы ей так понравились? Ну, внешность. Первое, конечно же, внешне. Она обратила внимание именно на вашу ту самую опрятность, на то, как вы выглядите, как вы одеваетесь, возможно, да, там со вкусом, определенный стиль какой-то. Только не шутите, ребята, что вы там в растянутых трениках ходите по городу, да, потому что я знаю вас, вы же у меня шалуны, сейчас начнете прикалываться. Ну, то есть она сразу клюнула на вашу внешность, вот как мужчина, который в ее вкусе, да. Вы можете себя считать кем угодно, вы можете смотреть в зеркало и думать, боже, да в что здесь можно влюбиться, да. Если уже там, допустим, я постарел, уже там животик появился, лишний вес, ну, то есть самокритика, она присуща в основном всем людям, да. Вот. Поэтому не нужно себя так критично оценивать. Есть женщины, которые симпатизируют вам, и это одна из них. Кстати, есть еще одна женщина, но мы о ней не будем, я так удочку вам немножко закину, да, так поинтригую, люблю я вас интриговать. Но эта женщина постарше, я вам так скажу, постарше, она за вами наблюдает, ну, сегодня не об этом. Так вот, эта женщина, вот о которой мы сейчас говорим, да, вот сначала она повелась на вашу внешность, вот она начала очень-очень часто думать о вас, она начала, может быть, даже фантазировать о вас, она может строить в мечтах какие-то отношения, да, она может подсматривать, подслеживать тоже за вами, потому что, опять же, таких активных шагов она не сделает по внутренним причинам, это, опять же, привет из прошлого. Но когда она на вас смотрит, она просто восхищается. Вот что-то вы такое ей даете, как-то вы ее так цепанули, что, ну, она, знаете, вот, может быть, даже с каким-то завороженным видом смотрит. Чем вы ее цепанули? Ну, чем же вы ее так цепанули? Я вот все хочу понять. Смотрите, мне показано, что вот есть некая такая в вашем облике, вот то ли это уверенность в себе. Вы можете идти такой, знаете, вот уверенной походкой. Вы можете держаться уверенно. Это может быть и осанка. И просто вот, ну, такой достаточно уверенный в себе человек. Ну, как правило, это считывается энергетически. И вот опять же, вот как попугайчики-неразлучники, она мечтает, она вот смотрит на вас, и она уже себе там 150 раз понапридумывала, что она и вышла за вас замуж, и 3 детей родила. Но обычно женщины так и делают, ребят, чтобы вы знали, да? Это психология женщин. Мы натуры такие достаточно впечатлительные, у нас очень развита фантазия, мы можем себе такого понапридумывать. Поэтому осторожно, если вы женщине присылаете какой-то смайлик романтический, либо открыточку, вот так и знайте, женщина это расценивает как симпатию с вашей стороны. Вы можете безобидно что-то чисто из вежливости отправить, романтического характера. Все, женщина на вас может залипнуть. Она подумает, что все, он в меня влюбился, я ему нравлюсь и все. А вы-то всего лишь из вежливости, понимаете? Поэтому, ну, вот такой косяк может быть. Поэтому здесь такой микс. И внешне вы нравитесь, и вот какая-то харизма от вас идет. Вы можете даже не замечать эту харизму. Вы можете всячески отнекиваться, потому что вы достаточно самокритичный человек, как я уже сказала. И то, что вам, кстати, уже оказывали женщины некоторое внимание. Вот вспомните, напишите, ребят, как вам женщины обычно оказывают внимание. Вот очень интересно всегда читать ваши комментарии. Вы знаете, я всегда хотя бы смайликом, но я реагирую, да, потому что всем физически отвечать у меня нет времени. Поэтому женщинам вы нравитесь. Есть у вас что-то, вот какая-то изюминка-безуминка такая, которая привлекает женщин. Давайте подумаем, вернее не подумаем, а посмотрим. Боже, я уже заговариваюсь, да? Так, ну давайте-ка посмотрим, будет ли эта женщина все-таки как-то более активно проявляться. Думаю, вам тоже интересно, потому что, ну, мечтать как-то неинтересно. Ну, мечтает она себе, мечтает, ну и толку, да? А жизнь-то идет. Будет ли она как-то действовать в ваш адрес? Может быть, она... Ну, ты посмотри снова.
Снова у нас любовная любовь. Она будет медлить, да, вот у нас улитки выпали, она будет медлить, она не будет торопить события. Но опять же, у страха глаза велики, ей тяжело проявиться первой. Вот настолько ее разрушили внутренние ее прежние отношения, но не то чтобы разрушили, настолько отпечаток поставили в ее душе, что ей сейчас сложно первой открыться, вплоть до того, что она будет мучаться, да, если вы не замечаете эту женщину. У кого-то это может быть в переписке. Но это, в принципе, то же самое, да, может быть, она видела вас там по связи, по видеосвязи, да, может быть, она по фотографии видела, а так вы просто там по телефону, либо общаетесь, как-то переписываетесь, неважно. Хотя не обязательно, да, скорее всего, вот вы не общаетесь, ну так прям напропалую. Либо же это может быть дружеское общение. У большинства проиграется, что все-таки вот она как бы, ну то ли просто любуется, да, здесь может быть какой-то минимальный контакт. Холодочек. Здесь у большинства скорее будет, что вот она присматривается. Ну, здесь, конечно, такая тяжелая ситуация. Давайте-ка напоследок вообще что-то будет между вами или нет, потому что это так можно присматриваться до конца жизни, а нам такой вариант не подходит, правда, ребят? Так, ну смотрите. Здесь есть вариант, что вы будете вместе, но опять же для этого должно пройти какое-то время. Когда и она внутренне немножко подуспокоится, пройдет какое-то время после ее вот, ну, таких вот печальных событий в личной жизни, да. Но опять же, время лечит, как говорится, и когда она подуспокоится внутренне, она может потихонечку, очень осторожно проявлять какую-то активность в ваш адрес. Те же смс-ки, те же какие-то там, я не знаю, разговоры, да, как-то, если вы пересекаетесь, она может заговаривать с вами. Ну так, очень-очень осторожно. Так, как итог, как итог. Ну да, здесь придется прикладывать очень достаточно много усилий, чтобы построить отношения, потому что, знаете, вот она вроде бы и неплохой как человек, но я не скажу, что очень быстро вот она излечит свою душу. Вот эти вот робкие шаги, но они могут действительно затянуться. И не факт, что вы будете вот прям все долго терпеть это, да? Кто-то может из вас не заметить банально эти шаги. Кто-то может заметить, но вы просто можете расценить это, ну, чисто как какие-то дружеские такие шаги. Поэтому здесь есть вероятность, но это не у всех проиграется, во-первых, да, это общий расклад. Ну, очень-очень тяжело будет вот даваться как-то. Знаете, даже те из вас, которые пойдут с ней в отношения, я думаю, небольшая часть все-таки пойдет. Ну, как-то вы все равно будете себя с ней чувствовать не так, как вам бы хотелось. Вот тяжело. Нам показано, что тяжело вы будете себя с ней чувствовать. Это не будет ощущение, как будто это ваша женщина. Вот не будет этих ощущений. Она вас может привлечь, вот если вы поймете, о ком это речь, да, либо же те, кто из вас заметят все-таки ее знаки внимания, вот эти робкие, да, знаки внимания. Ну, вы можете чисто так внешне оценить ее, ну так, симпатичность, да. Но когда начнете общаться, вы поймете, что ну как-то туго идет, ну тяжело идет общение. Нет этого огня, нет той страсти, да, которой хотелось бы. Ну что-то не то. Поэтому я думаю, надолго вы не будете растягивать эти отношения, достаточно проблематичные. А зачем вам еще одна проблема в своей жизни, если у вас уже их было предостаточно? Поэтому, если кто хотите, вы можете попытаться посражаться с трудностями, да, потому что Таро нам всегда показывает вероятность развития событий, да, а уже именно от ваших действий будет все зависеть. Захотите, будете активничать, будет все развиваться, но все равно это будет не так быстро. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!